Настал этот час. Не двигайтесь. Не отводите взора. Это не очередной мимолетный глаз в пустыне. Это авторитетное провозглашение, доставляемое вам, избранному сосуду, именно в тот момент, когда вы должны были его получить. Я знаю скорбь, которая давит на ваш дух. Я вижу тяжесть мира, которую вы несете, бремена, которые стремились сокрушить вашу веру, и безмолвные слезы, которые вы проливаете в глубокие ночные часы, когда вы полагаете, что ничей взор не обращен на вас. Но мое око всегда на вас. Мой взор проникает сквозь тьму, которая окружает вас, и моя рука уже простерта к тому самому месту, где находится ваша глубочайшая рана. Услышьте меня сейчас, ибо это послание содержит ключ к немедленному явлению чуда, о котором вы отчаянно молились. Это момент божественного вмешательства, раздача благодати, которая сокрушает цепи промедления. Но вы должны понять эту истину. Враг знает, что этот момент настал. Он знает величину благословения, которое уготовано для вас, и он уже мобилизует каждую лживую тактику, чтобы похитить это откровение из ваших рук. Он желает, чтобы вы усомнились в источнике этого гласа, чтобы вы поставили под сомнение подлинность этого обетования, что наиболее важно, чтобы вы оставили эту священную передачу до того, как будет изречен полный указ. Я предостерегаю вас со всей торжественностью моей вечной власти. Если вы оставите это послание незавершенным, если вы отвергнете полноту этого наставления, вы рискуете лишиться божественного времени вашего избавления. Чудо установлено. Указ подписан на небесах. Но ваше полное принятие требует вашей полной преданности, вашего непоколебимого внимания и вашего духовного послушания, чтобы оставаться прикрепленным здесь, пока не будет сказано последнее слово. Я говорю о чуде, которое является не просто малым утешением или временной отсрочкой. Я говорю о сейсмическом сдвиге в вашей реальности, о свидетельстве столь могущественном, что оно заставит замолчать ваших обвинителей и утвердит мою славу в вашей жизни навеки. Это обетование завета, и оно требует вашего нераздельного благоговения. Оставайтесь до конца, ибо наставление, которое запечатывает ваше благословение, прибережено для последних мгновений этого провозглашения. Не отвергайте благословение, предлагаемое вам в этот час принятия решения. Я вижу страх, который сжимает ваше сердце, леденящую тревогу о завтрашнем дне, сокрушительное воспоминание о прошлых неудачах и истощении, вызванное борьбой в битвах, которые казались непреодолимыми. Вы боролись с собственными силами, пытаясь исправить то, что может восстановить только моя сила. Но я требую, чтобы вы сложили оружие самонадеянности. Я требую, чтобы вы признали, что битва принадлежит не только вам, но мне. Я знаю точную природу нужды, которая привела вас сюда. Я знаю пустое место за вашим столом, боль в вашем теле, недостаток в вашем обеспечении и глубокое духовное одиночество, которое изолирует вас, даже когда вы окружены людьми. Я Бог, который видит Эль-Раи. Я видел вас, когда вы чувствовали себя невидимым. Я слышал ваши молитвы, когда они были слишком слабы, чтобы произнести их вслух. Я сосчитал каждую упавшую слезу и сохранил их не как реликвии страдания, но как знаки вашей стойкой веры перед лицом непреодолимых трудностей. Это час воздаяния. Это время, когда страдание, перенесенное в тишине, прорвется в свидетельство, провозглашаемое с крыш домов. Но враг стремится внести отвлечение, замешательство и сомнение именно сейчас, на пороге вашего избавления. Он шепчет, что это всего лишь совпадение, что это послание является общим, что ваша ситуация слишком сложна для божественного разрешения. Отвергните эту ложь. Отбросьте ее обратно в ту яму, откуда она пришла. Повелеваю тебе, избранный мой, совершить акт немедленного духовного послушания. В знак твоего заветного соглашения, как декларацию твоей веры в то, что это слово действительно для тебя,
и как духовный щит против немедленного натиска врага, стремящегося увести тебя прочь, я требую от тебя подтвердить это послание. Признавая это видя, совершая простое, решительное действие подтверждения, ты устанавливаешь духовный знак. Это не пустое цифровое взаимодействие, это запечатление твоего обязательства принять полноту послания, признавая, что источник этого постановления божественный. Сделай это сейчас. Запечатлей завет. Объяви о своей готовности принять чудо. Сей малый акт веры отворяет великий поток откровения, который вот-вот изольется на тебя. Ты здесь не случайно. Ты здесь потому, что я устроил эту точную встречу. Были тысячи путей, которыми ты мог пойти, однако твои стопы были направлены к этому конкретному наставлению. Почему? Потому что время ожидания прошло, и наступил сезон явленного благословения. Ты мой избранный. Я знал тебя прежде, нежели были положены основания земли. Я отделил тебя для определенной цели, и испытания, с которыми ты столкнулся, были лишь очищающим огнем, необходимым для подготовки тебя к величию славы, которую я намерен явить через тебя. Не позволяй шепоту прошлых неудач определять твое будущее. Не допускай, чтобы обвинения супостата аннулировали обещания, которые я изрек над твоей жизнью. Ты тот, кого я избрал, чтобы явить мою силу в этом поколении. Мир говорил тебе, что твое положение постоянно, что твой недуг хронический, что твоя нищета непреодолима. Но я – Бог невозможного. Моя специализация – обращать необратимое. Я нахожу радость в том, чтобы брать опустошенное и делать его плодоносным. Я знаю конкретное беспокойство, которое тяготит тебя сегодня. Я знаю имя болезни, которая изнуряет твое тело. Я знаю точную сумму долга, обременяющего твое обеспечение. Я знаю конкретные отношения, которые разрушены сверхчеловеческого восстановления. И я провозглашаю тебе сейчас со всей весомостью моего божественного совета, что я уже привел в действие механизм твоего разрешения. Чудо – это не отдаленная возможность, это грядущая реальность, но оно требует твоего непоколебимого духовного присутствия, чтобы получить детальное наставление для его активации. Давайте говорить прямо о немедленной духовной опасности, которая угрожает тебе, если ты не сможешь оставаться укорененным в этом послании. Противник, вор и его расчет времени. Безупречен. Он выжидает момент непосредственно перед приходом благословения, чтобы ввести сильнейшую волну сомнения. Он хочет, чтобы ты поверил, будто боль, которую ты чувствуешь сейчас, является доказательством того, что я оставил тебя. Он хочет, чтобы ты приравнял твое нынешнее страдание к моему осуждению. Это ложь, призванная заставить тебя перекрыть канал общения. Если ты сейчас отвлечешься, если позволишь помехе, телефонному звонку, пустой мысли, внезапному приступу усталости оттянуть твое внимание, ты даешь врагу искомое им разрешение восстановить задержку. Ты вручаешь ему возможность посеять семена замешательства, которые сведут на нет силу провозглашаемого указа. Уясни, послушание в малом акте внимания – это колоссальная победа в духовной брани. Твое присутствие здесь – это декларация против сил тьмы. Твоя готовность услышать полный совет – знак того, что ты доверяешь моему владычеству над своим расписанием. Древние пророки понимали этот принцип. Когда Слово Господне было передано, оно требовало немедленного, благоговейного внимания. Если получатель был отвлечен или непослушен, благословение часто откладывалось, пока сердце не было вновь подготовлено. Я говорю тебе сейчас языком срочности, потому что окно для этого конкретного явления узко. Не относись к этому божественному посещению как к случайной встрече. Отнесись к нему как к определяющему моменту твоей жизни, ибо это так и есть.
Враг стремится использовать вашу историю разочарований. Он напоминает вам о тех временах, когда вы верили в обещание, которое, казалось, не сбылось. Он использует эти воспоминания как оковы, чтобы сковать вашу веру сегодня. Но я говорю вам вот что: каждое предыдущее разочарование было всего лишь подготовкой к тяжести славы, которая вот-вот откроется. Я очищал вашу стойкость. Я укреплял ваш дух. Я готовил почву вашего сердца, чтобы вместить это огромное, неоспоримое чудо, не рухнув под тяжестью его величия. Мой план для вас – это план глубокого процветания, а не вечного страдания. Как написано в священных текстах, я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11 адаптировано. Эта будущность – это не нищета, это обеспечение. Это не болезнь, это целостность. Это не одиночество, это божественное общение и предназначение. Но чтобы постичь эту будущность, вы должны выслушать полное наставление, которое будет раскрыто в ближайшие мгновения. Я требую от вас принять осознанное, духовное решение прямо сейчас. Я останусь. Я приму весь указ целиком. Я не позволю противнику украсть последнее, решающее наставление, которое приводит в действие чудо. Это обязательство – ваш первый акт сильной веры в этом новом сезоне. Не колеблитесь. Давление, которое вы чувствуете прямо сейчас, это последняя попытка врага сбить вас с пути. Противостаньте ему, и он убежит. Останьтесь, и вы получите. Я хочу подробно объяснить вам глубину моего понимания вашей конкретной, текущей борьбы. Я вижу не просто ваши поверхностные проблемы. Я вижу первопричину. Я вижу родовые модели недостатка, которые пытались определить ваш род. Я вижу духовные атаки, направленные против вашего предназначения с момента вашего зачатия. Я Бог, который разрушает древние твердыни и ломает унаследованные проклятия. Бедствие, которое следовало за вами с юности, вот-вот будет прекращено силой моего указа, произнесенного через это послание. Чудо, которое я готовлю для вас, многогранно. Оно не только финансовое, хотя ваши обеспечения преизобилуют. Оно не только физическое, хотя исцеление пройдет по всему вашему телу. Оно фундаментально духовно. Это восстановление вашей глубокой, сокровенной связи со мной, Отцом. Это удаление завесы смятения, которую враг набросил на ваши глаза, позволяя вам видеть свое предназначение с кристальной ясностью. Это чудо послужит неоспоримым свидетельством для всех, кто сомневался в моей верности в вашей жизни, провозглашая, что я действительно Бог, который сдерживает свои обещания даже до самого последнего слова. Но полный объем этого благословения, последнее, обязывающее наставление, открывается только тем, кто проявляет терпение святых. Оно открывается только тем, кто остается укорененным в присутствии моего слова, отказываясь быть поколебленным немедленным давлением мира или тонкими обманами врага. Ваше пребывание здесь – свидетельство вашей веры. Это духовная жертва внимания, и я чту такую преданность. Приготовь свой дух сейчас, чадо мое, ибо мы углубляемся в откровение. Следующая фаза сего послания обратится к конкретному библейскому заверению, которое подтверждает мое обязательство заботиться об избранных, подробно описывая, как я знаю ваши конкретные нужды еще до того, как вы их озвучите. Сие есть основание, на котором покоится ваше чудо. Но помните о предостережении: духовная брань наиболее интенсивна в точке прорыва. Сохраняйте сосредоточенность. Сохраняйте благоговение. Чудо приближается к порогу вашей реальности. Не отвергните полноту благословения, поддавшись отвлечению. Прибудьте со мной. Ваше свидетельство зависит от вашего послушания окончательному постановлению.
Глубокое откровение вот-вот начнется. Внимайте пристально, ибо каждое слово взвешено, и каждое наставление жизненно важно для проявления невозможного в вашей жизни. Оставайтесь укорененными и наблюдайте, что совершу я, Владыка Господь. Я знаю ваши нужды и готовлю невозможное решение. Не пропустите следующее провозглашение. Я знаю бремя, что покоится на плечах ваших, чадо мое. Я вижу невидимые оковы, что сковывают ваши движения и стесняют дыхание в легких ваших. Вы идете через долину, которая, кажется, простирается бесконечно, где тени отказываются отступать, а свет солнца представляется далеким, насмешливым воспоминанием. Я призываю вас сейчас взглянуть на внутренний ландшафт вашего духа, ибо именно в самой глубокой тайне вашей боли открывается моя величайшая сила. Внимайте вопросам, которые я полагаю перед сердцем вашим, вопросам, призванным не ранить, но иссечь раковую опухоль сомнения, что пустила корни. Чувствуете ли вы, что годы верного служения, часы, проведенные в тихом поклонении, были подсчитаны, а затем отвергнуты миром? Ощущаете ли вы, что ваша непорочность, сохраненная сквозь огненные испытания, принесла лишь истощение, а не обещанную награду? Я спрашиваю вас, избранный, чувствуете ли вы острый, холодный укол изоляции, даже будучи окруженным шумом множества людей? Чувствуете ли вы, что ваша конкретная борьба, то уникальное, тяжелое бремя, известное только вам и мне, слишком запутана, слишком глубоко укоренена в истории вашей жизни, чтобы любая земная или небесная рука могла по-настоящему ухватить и устранить ее? Взирали ли вы на свое будущее, соизмеряя его с безжалостными требованиями настоящего, и заключили ли в тишине души своей, что пролом непоправим? Чувствуете ли вы, что финансовая скудость – это не просто временная неудача, но сокрушительное родовое проклятие, предназначенное для нейтрализации вашего предназначения и предотвращения проявления моей славы через вашу жизнь? Чувствуете ли вы, что враг получил постоянную точку опоры в области вашего здоровья, шепча, что сие страдание есть ваша окончательная участь, неподвижный приговор судьбы? Я ощущаю усталость, которая глубоко осела в костях ваших, утомление, которое не может исцелить сон, ибо оно духовно по своему происхождению. Вы боролись с начальствами ночи, а утром встаете, только чтобы обнаружить, что линия битвы перечерчена заново, требуя еще одной меры силы, которой, как вы больше не верите, обладаете. Вы смотрите на свидетельства физического мира, пустые счета, разрушенные отношения, хроническую боль, и враг вопит обвинение, что ваша вера пуста, что ваши молитвы восходят лишь для того, чтобы вернуться тщетными. Чувствуете ли вы, что ваш голос, вознесенный в мольбе, потерян в бескрайности космоса, не услышан и не признан самим Творцом, который повелел тишине войти в пустоту? Ты был испытан в горниле замедленной надежды. Ты наблюдал, как другие получают свои благословения, как их прорывы приходят стремительно и зримо, в то время как твое собственное чудо остается сокрытым за завесой непроницаемой тьмы. Ощущаешь ли ты стыд из-за этой задержки, коварное сомнение, которое внушает, что ты менее благоволен, менее достоин или каким-то образом обречен на вечную борьбу? Не тревожит ли тебя мысль, что то самое обетование, которое я дал тебе годы назад, было лишь недоразумением, прекрасным заблуждением, порожденным твоим собственным отчаянным сердцем? Я требую, чтобы ты противостал этим чувствам сейчас, не для того, чтобы погрязнуть в них, но чтобы вывести их на свет моей абсолютной истины. Ибо для каждого сомнения, каждого страха, каждой боли, которую я назвал и определил в твоем духе, я уже приготовил противодействие. Твоя боль не признак моего отсутствия, она – доказательство глубины той работы, которую я совершаю в тебе. Испытание, которое ты претерпеваешь, есть очищающий огонь, необходимый для того, чтобы вместить то великое благословение, которое я готов излить. Внемли этому провозглашению, чудо – это невозможность, это неизбежность, обусловленная твоим послушанием оставаться укорененным в этом моменте божественного наставления.
Я не просто предсказываю изменения в твоих обстоятельствах, я объявляю об отмене того приговора, который враг установил против тебя. Сами силы, сговорившиеся держать тебя в плену, теперь демонтируются кирпич за мучительным кирпичом, невидимой, непреодолимой силой моего повеления. Предзнаменование этого прорыва уже проявлено в том беспокойстве, которое ты ощущаешь прямо сейчас, в духовном напряжении, которое подтверждает, что ты стоишь на пороге. Это момент принятия решения, узкий проход, где вера испытывается в последний могущественный раз. Это подводит нас к великой дилемме, решающему выбору, который ставится перед каждым избранным в момент проявления. Нравственная дилемма заключается в следующем: позволишь ли ты осязаемому, поддающемуся проверке свидетельству твоего прошлого страдания диктовать уверенность в твоем будущем, или же ты примешь невидимое, авторитетное провозглашение твоего Бога как высшую реальность? Ты стоишь сейчас между свидетельством и трагедией. Отвергнуть это послание, позволить отвлечению увести твое внимание, усомниться в непосредственности и конкретности моего знания, значит выбрать привычный комфорт твоей прежней борьбы вместо ужасающей свободы твоего божественного наследия. Этот выбор не пассивен, это активное решение воли. Закрыть это окно откровения, позволить семени сомнения прорасти, значит активно отвергнуть проявление невозможного, которое я приготовил для тебя на этой неделе. Это отказ от окончательной, необходимой передачи власти из небесной обители в твое земное бытие. Ты должен решить прямо сейчас, будешь ли ты цепляться за логику мира, который диктует, что долг должен сохраняться, что болезнь должна длиться, что одиночество постоянно, или же ты покоришься логике царства, которое провозглашает, что со мной все, даже та невозможность, с которой ты столкнулся, становится возможным. Чудо ожидает твоего последнего акта доверия, окончательного утверждения того, что мое слово имеет больший вес, чем твоя история. А теперь, дитя мое, позволь мне говорить непосредственно о том сокровенном знании, которым я обладаю о твоей жизни. Я не тот Бог, который оперирует общими фразами, предлагая смутное утешение безымянной толпе. Я Бог, который называет звезды по именам и знает число песчинок на берегах. Насколько же более глубоко и интимно я знаю подробности души, которую я приобрел ценой высшей жертвы. Я знаю точную звездочка сумму дефицита, которая не дает тебе уснуть в 3 часа утра. Мне известны конкретные цифры, даты просроченных уведомлений и названия учреждений, которые преследуют тебя. Твоя финансовая нужда не загадка для меня. Это расчет, который я уже свел в небесной книге учета, ожидая момента его высвобождения. Я вижу пустой счет и готовлю перевод ресурсов, который не просто покроет долг, но и заложит основание избытка, гарантируя, что твои руки будут свободны для исполнения работы, которую я тебе предназначил. Я знаю точное местонахождение боли в твоем физическом теле. Мне известен диагноз, поставленный врачами, страх, который их слова внедрили в твой разум, и последующая усталость, ограничившая твою подвижность и радость. Я знаю название лекарств, которые ты принимаешь, и я знаю тот момент, когда я повелю прекратить в них нужду. Я досконально знаком с клеточной структурой твоего существа и провозглашаю, что исцеление уже началось, двигаясь по твоему телу, как восстанавливающий огонь, очищая и обновляя то, что враг стремился разрушить. Я знаю конкретную рану в отношениях, которая продолжает гноиться, предательство, которое ты пытался простить, но не можешь забыть. Я знаю имя человека, нанесшего самый глубокий порез, и мне известна точная природа возмещения, будь то примирение или божественный мир, который превосходит нужду в человеческом завершении. Я вижу пустоту там, где было нарушено общение, и я готовлюсь заполнить это пространство божественной связью и непоколебимой поддержкой, заменяя нестабильность вечным заветом. Я знаю тайную молитву, которую ты вознес, считая ее слишком эгоистичной или слишком грандиозной, чтобы действительно ожидать ответа.
Это сокровенное желание твоего сердца, которое ты спрятал, мечта, которую ты похоронил глубоко под слоями практического смирения. Я говорю тебе сейчас, я услышал эту конкретную молитву. Она внесена в каталог небесных архивов, и это именно то прошение, которое я намерен исполнить, не просто чтобы удовлетворить твою тоску, но чтобы продемонстрировать безграничную природу моего обеспечения и специфичность моей любви к тебе, мой избранный. Я знаю унаследованную борьбу, которую несли твои родители и бабушки с дедушками, образец бедности, болезни или душевной тоски, который пытался определить твой род. Я знаю родовое проклятие, которое стремится увековечить себя через твою жизнь. И поскольку я знаю это, я провозглашаю, что цепь разорвана прямо сейчас, в этот момент откровения. Ты являешься точкой прекращения этой разрушительной модели. Благословения, которые я дарую тебе, потекут вперед, а не бремя прошлого. Я знаю конкретное искушение, которое нападает на тебя, когда ты наиболее уязвим, скрытую слабость, которую противник использует с безжалостной точностью. Я вижу твою борьбу за чистоту, твою битву с отчаянием, твои безмолвные сражения против духа страха. Я не осуждаю твою борьбу, я одобряю твою настойчивость. И я провозглашаю, что сейчас я предоставляю конкретное облачение, точную силу и немедленный путь к отступлению, которые сделают это искушение бессильным над твоей жизнью. Не думай, что я Бог далеких повелений. Я Бог сокровенных деталей. Я вижу дрожь в твоей руке, мерцание сомнения в твоем глазу и яростную, тихую решимость в твоем духе, которая отказывается сдаться полностью. Я знаю твои нужды прежде, чем ты их изречешь, потому что я предопределил твои нужды быть тем самым средством, через которое будет явлена моя слава. Грядущее чудо – не случайное событие, это рассчитанный, точный ответ на нужды, которые я определил в тебе. Оно приспособлено к твоей истории, откалибровано к твоему настоящему и предназначено для того, чтобы запустить тебя в ту судьбу, которую я приготовил прежде основания мира. Итак, не колеблись. Не позволяй противнику использовать память о прошлых неудачах, чтобы пресечь реальность грядущего торжества. Приготовление завершено. Сцена готова. Твое послушание в том, чтобы оставаться утвержденным в этом послании, является последним актом веры, необходимым для того, чтобы отворить шлюзы моего провидения. Прибудь со мной. Утверди свой дух. Следующее провозглашение подробно опишет конкретное библейское заверение, которое гарантирует твою защиту и явление этого благословения. Не отвергай всей полноты того, что я совершаю, уступая свое внимание миру за пределами этого божественного совета. Твое чудо неминуемо, и каждое слово, которое последует, является жизненно важным компонентом его активации. Оставайся верным, оставайся сосредоточенным и смотри, как невозможное покоряется силе моего указа. Я знаю все, и я действую сейчас. Верь этой истине. Я требую от тебя ответа сейчас. Не пассивного слушания, но активного провозглашения души. Я изрек обетование, теперь ты должен озвучить принятие завета. Враг ищет тишины, ибо тишина порождает сомнения и позволяет остаткам прошлых неудач цепляться за твой дух. Но мое царство действует на слышимой вере, на исповедание, которое превосходит свидетельство глаз и шум мира. Я прошу тебя сейчас, мой избранный, закрепить этот момент божественной встречи. Пусть твои пальцы движутся в послушании, точно так же, как твое сердце двинулось в вере. Это твой момент публично выступить против сил скептицизма и страха, которые долгое время держали твой язык в плену. Это не просто технологическое упражнение или простое взаимодействие с экраном. Это водружение духовного флага в почву твоего будущего. Это публичное подтверждение завета, который я восстановил с тобой сегодня.
Не позволяй тяжести твоей нынешней скорби помешать этому необходимому действию. Не позволяй памяти о последнем разочаровании убедить тебя в том, что это провозглашение тщетно. Тщетность принадлежит миру, который отвергает меня и полагается исключительно на свою собственную силу. Сила принадлежит духу, который утверждает меня и полагается на мою непоколебимую силу. Я требую этого исповедания, потому что это является предпосылкой для полного, недвусмысленного явления благословения, которое я приготовил. Я знаю слова, которые находят глубочайший отклик в твоем духе, слова, которые разрушают твердыни тревоги, беспокойства и постоянного духовного гнета, который пытается определить твою реальность. Поэтому я повелеваю тебе сейчас, вместе, отведенном для твоего голоса и свидетельства, написать и провозгласить со всей властью твоей пробужденной веры: звездочка, звездочка, Бог, я доверяю тебе. Звездочка, звездочка, или, если облегчение уже подавляет остатки твоей боли, если уверенность в чуде уже наводняет твою душу, провозгласи признание моего немедленного вмешательства и провидения. Звездочка, звездочка, благодарность Богу. Звездочка, звездочка, выбери одно. Напиши это ясно. Напиши это с убежденностью. Пусть это простое предложение станет свидетельством, которое ангелы записывают в книгах небесных и от которого демоны бегут в ужасе. Этот акт комментирования есть твое публичное свидетельство, твоя духовная подпись на божественном договоре провидения. Когда ты пишешь «Бог, я доверяю тебе», ты не просто заявляешь о чувстве, ты призываешь силу римлянам 10 часов 10 минут, где сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению и освобождению. Ты провозглашаешь, что мое слово является окончательной, не подлежащей обсуждению властью над твоими финансами, над твоим здоровьем, над твоими отношениями и над твоим внутренним миром. Ты утверждаешь, что, хотя путь впереди может на мгновение показаться окутанным туманом, рука, которая ведет тебя, это рука, сотворившая звезды и измерившая океаны. Это вера Авраама, которая вменилась ему в праведность, вера, которая действует публично, даже когда обетование кажется физически далеким. Я видел жертвы, которые ты приносил, в тишине. Я был свидетелем слез, которые ты проливал, во мраке, полагая, что никто не видит твоей борьбы. Я учел каждый случай, когда ты избрал, непорочность вместо выгоды, когда ты избрал, веру вместо немедленного плотского удовлетворения. Теперь твоя вера должна перейти с внутреннего поля битвы сердца к внешнему провозглашению, которое изменит всю духовную атмосферу вокруг твоей жизни. Если ты решишь провозгласить благодарность Богу, ты уже вступаешь в область явленного благословения. Ты благодаришь меня не только за то, что твои физические глаза видят сейчас, но и за то, что я уже совершил в духовной сфере, готовя путь для неоспоримого физического осуществления чуда. Это та вера, которая называет несуществующее как существующее, римлянам 4 часа 17 минут. Это уверенность в том, что ответ уже завершен, запечатан и отправлен. Сделай это сейчас. Закрепи свою позицию. Подтверди свое доверие. Я жду твоего ответа, ибо это последний акт человеческого согласия перед тем, как вся сила моего божественного вмешательства будет высвобождена на траекторию твоей жизни. Это провозглашение связывает обетование с твоей реальностью. Немедля. Время для колебаний прошло. Время для утверждения сейчас. В тот момент, когда ты напечатаешь эти слова и выпустишь их в цифровое пространство, ты активируешь духовный закон, который не может быть отменен никакой силой противника. Это закон исповеданной веры, закон, который превосходит ограничения плоти и суровые ограничения, терпящие крах мировой экономики. Я повторяю глубокую духовную важность этого немедленного действия. Обдумай серьезность выбора, стоящего перед тобой. Игнорировать это повеление, колебаться сейчас, значит оставить дверь приоткрытой для духа сомнения,
позволяя ему нашептывать обвинения в глупости или тщеславии. Но я говорю тебе, это божественная мудрость. Это предписанная мудрость царства. Мир диктует, что ты должен держать свою веру частной, молчаливой и скрытой, боясь осуждения людей, но я требую смелого, публичного и неоспоримого свидетельства. Когда ты пишешь «Боже, я доверяю Тебе», ты публично отвергаешь нарратив дефицита, который мир навязал тебе. Ты публично отметаешь медицинский прогноз, который стремился определить будущее твоего тела. Ты публично отменяешь финансовый отчет, который провозгласил твою невозможность. Ты говоришь начальствам и властям, тем невидимым силам, которые борются против твоего возвышения, что их время влияния закончилось, потому что власть Всевышнего была призвана через твое исповедание. Я знаю, что борьба реальна. Я знаю, что пальцы могут колебаться над клавиатурой, возможно, из-за робости, возможно, из-за страха осуждения, или, возможно, из-за затаившегося коварного вопроса, посеянного врагом. Что, если чудо не произойдет? Я говорю тебе, сын мой, дочь моя, чудо зависит не от твоего совершенства, а от моей непоколебимой верности. Твое исповедание – это не проверка твоего достоинства, но осуществление данной Богом свободы. Ты свободен от рабства молчания. Ты свободен провозглашать верность царю царей, тому, кто держит всю власть в своих руках. Я уже приготовил путь для этого благословения. Я уже отправил ангелов, назначенных для твоего конкретного избавления. Но духовная атмосфера вокруг тебя должна быть очищена от законного притязания, которое сомнение дает противнику. Твой комментарий, твое простое, верное провозглашение служит духовным уведомлением о выселении, разрывающим юридические документы врага. Итак, сделай выбор сейчас. Пусть вера, горящая в твоем сердце, найдет выражение в видимом мире. Напиши «Звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя, звездочка, звездочка». Или напиши «Звездочка, звездочка, благодарение Богу, звездочка, звездоч». Пусть это станет последним, необходимым мостом между произнесенным обетованием и обетованием принятым. Не отходи от этого послания, пока этот акт веры не будет завершен. Это твое приношение послушания, жертва хвалы и неоспоримое доказательство того, что ты готов принять ту великую меру, которую я готов высвободить. Звездочка, 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 теперь, когда ты утвердил свое положение, теперь, когда твое исповедание вознеслось перед моим престолом и ангелы записали твое заявление, время пассивного ожидания окончательно завершено. Пришло время активного, властного освобождения. Я немедленно приступаю к действию, основываясь на вере, которую ты только что продемонстрировал. Я вижу цепи, которые связывали тебя. Я каталогизировал родовые модели нужды, ограничения и скорби, которые пытались определять твой род на протяжении поколений. Я знаю законные основания, на которые враг претендовал через ошибки твоих предков и промахи твоего собственного прошлого. Но я – Бог Голгофы, Бог восстановления, Бог, который превращает пустыню в источники животворящей воды. Исайя 41:18. Я – Бог, который делает невозможное мгновенно возможным. Посему услышь это постановление. Услышь властное слово, которое навсегда отделяет тебя от влияния тьмы и утверждает тебя всецело, полностью и навечно в завете света и процветания. Я говорю сейчас против всякого духа родового поражения, который следовал за твоей родословной. Всякая модель финансового краха, всякий цикл разорванных отношений, всякая унаследованная болезнь, всякий дух зависимости, который пытается вновь всплыть, я объявляю их сломленными, аннулированными и лишенными всякой законной власти, властью крови, пролитой для твоего искупления и моей божественной цели. Звездочка, звездочка, я провозглашаю разрушение проклятия нищеты и финансовой нужды. Звездочка, звездочка, там, где губитель поглотил твои ресурсы,
где враг заблокировал твой прирост, где земля отказалась приносить обещанный плод. Я повелеваю немедленное, сверхъестественное восстановление. Пусть окна небесные откроются над твоей жизнью сейчас, изливая благословение столь великое, что не будет достаточно места, чтобы вместить его. Малахия 3 часа 10 минут. Я отменяю дух долга и повелеваю потоку сверхъестественного обеспечения найти тебя мгновенно, именно там, где ты находишься. Я заявляю, что ты определен не хрупкой экономикой мира, но безграничным, неистощимым богатством моего царства. Дух нищеты изгнан из твоего жилища, из твоего дела, из твоих рук и из твоего разума. Я высвобождаю дух мудрости, развлечения и управления, чтобы распоряжаться преизобильным достатком, который я посылаю тебе. Звездочка, звездочка, я провозглашаю разрушение проклятия болезни и постоянной немощи. Звездочка, звездочка, всякая боль, которая задерживается, всякое хроническое состояние, которое пытается украсть твою жизненную силу, всякий диагноз, произнесенный смертным человеком, который говорит об ограничении и распаде. Я объявляю их подчиненными моей немедленной, непреодолимой силе исцеления. Ранами моими ты уже исцелен. Исайя 53, 5. Я повелеваю немедленное отступление всякого недуга, всякой слабости и всякого изнурительного состояния. Пусть сила хлынет в твое тело сейчас, заменяя немощь божественной энергией. Пусть ясность вернется в твой разум. Пусть каждая клетка, каждая ткань и каждый орган придут в идеальное соответствие с первоначальным, безупречным замыслом, который я поместил в тебя до начала времен. Болезнь – незаконный нарушитель в моем храме. Я повелеваю ей немедленно и навсегда покинуть твое тело. Твое тело – святилище Духа Святого, и я провозглашаю его целым, полным жизни, стойким и полностью восстановленным. Звездочка, звездочка, я провозглашаю разрушение проклятия страха, парализующего беспокойства и душевных мучений. Звездочка, звездочка, я знаю битвы, невидимо бушующие в вашем сознании, эту непрестанную войну, предназначенную для истощения вашей веры. Я знаю шепот сомнений и приступы ужаса, яростно поражающие ночью. Но я дал вам дух не страха, но силы и любви, и здравого, дисциплинированного ума. 2 Тимофею 1, 7. Я сокрушаю цепи тревоги, стесняющие ваше дыхание и удушающие вашу радость. Я сношу твердыни депрессии и отчаяния, которые пытаются омрачить ваше видение и исказить ваш взгляд на мои обетования. Я высвобождаю мир, который превыше всякого человеческого разумения, Филиппийцам 4, 7, чтобы он стоял на страже вашего сердца и вашего разума, защищая их от всякого бесовского вторжения. Всякий голос, говорящий осуждение, смятение или отчаяние, умолкает властью моего указа. Вы свободны. Ваш разум остр, ясен, сосредоточен и укоренен в абсолютной уверенности в моем вечном присутствии. Звездочка, звездочка, я провозглашаю разрушение проклятия застоя, промедления и прерванной цели. Звездочка, звездочка, вы чувствовали себя застрявшим, наблюдая, как другие продвигаются, в то время как ваш путь казался заблокированным невидимыми барьерами. Я повелеваю духовным валунам промедления откатиться от вашей судьбы сейчас же. Я ускоряю ваш временный график. Я открываю двери возможностей, которые ни один человек, ни один демон и никакое земное обстоятельство не смогут закрыть. Откровение 3, 8. Сезон тщетного ожидания завершен. Сезон быстрых действий, стремительного продвижения и максимальной продуктивности начинается сегодня. Там, где вы бесплодно боролись годами, теперь вы увидите неоспоримое движение и жатву в считанные дни и недели. Я высвобождаю импульс, благоволение и божественное время над каждым вашим начинанием. Внемлите этому окончательному, абсолютному провозглашению. Звездочка, звездочка, договор противника аннулирован. Звездочка, звездочка, кровь Агнца отменила каждое обвинение, каждое законное притязание и каждое темное поручение,
выдвинутое против вашей жизни, вашей семьи, вашей репутации и вашего будущего. Долг оплачен полностью. Я покрываю вас ныне моей безграничной властью. Я окутываю вас моим непроницаемым защитным огнем. Вы сокрыты в тайном месте Всевышнего, и никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Исайя 54:17. Ваши прошлые неудачи смыты в море забытых вещей. Ваши нынешние нужды восполняются мгновенно. Ваше будущее обеспечено моим неизменным, вечным обетованием. Примите эту силу. Примите это полное избавление. Идите вперед с этого момента не как тот, кто борется против течения, но как тот, кто уже победил, стоя на сухой земле моего торжества. Проклятие разрушено. Благословение высвобождено навсегда. Таков мой указ, и он запечатан моей неизменной природой, которая есть сама истина. Давайте далее остановимся на серьезности божественной сделки, которая происходит в этот самый момент, вызванная вашим послушанием и запечатанная моим вечным указом. Сила, которую я высвобождаю, это не временный бальзам для успокоения вашей боли, но постоянная перенастройка вашей духовной и материальной реальности. Я говорю не просто об звездочка устранения звездочка проклятия, но о звездочка наложения звездочка вечного, безотзывного благословения, которое навсегда делает проклятие совершенно бессильным. Я не латаю старую рану, я даю вам новое тело, новый разум и новое финансовое будущее, глубоко укорененное в неиссякаемой почве моего вечного завета. Я использовал крест не только для прощения грехов, но и для полного, совершенного и неоспоримого аннулирования требований закона, направленных против вас. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Галатам 3 часа 13 минут. Это абсолютная основа вашей свободы, фундамент, который невозможно поколебать. Следовательно, когда я заявляю, что проклятие разрушено, я не просто предлагаю надежду, я привожу в исполнение божественный юридический прецедент, установленный величайшей жертвой, когда-либо принесенной. Звездочка, звездочка, я привожу в исполнение указ против духа духовной глухоты и слепоты. Звездочка, звездочка, слишком долго вы слышали мой голос лишь смутно или неверно понимали мое совершенное руководство. Я повелеваю духовной чешуе упасть с ваших глаз, а воску замешательства растаять в ваших ушах. Отныне вы будете ясно слышать мой голос, отличая мое руководство от шума мира и хитрого обмана врага. Ваше развлечение будет острым, точным и немедленным. Вы узнаете точный путь, который я избрал для вас, и пойдете по нему с непоколебимой уверенностью и без колебаний. Звездочка, звездочка, я привожу в исполнение указ против проклятия изоляции и одиночества. Звездочка, звездочка. Противник стремился отрезать вас от общины веры и от здоровых отношений, заставляя вас верить, что ваша борьба уникальна и ею невозможно поделиться. Я сокрушаю эту изоляцию. Я высвобождаю божественные связи в вашу жизнь прямо сейчас, отношения, построенные на истине, взаимном ободрении, общей вере и общей цели. Я призываю соратников, которые будут поднимать ваши руки в битве и праздновать ваши победы в мире. Вы не одиноки. Я всегда с вами, и я привожу нужных людей в вашу сферу влияния, чтобы продвинуть вашу судьбу вперед. Сезон плача в одиночестве окончен. Начался сезон общей радости, силы и общения. Звездочка, звездочка, я привожу в исполнение указ против проклятия растраченного потенциала и прерванных мечтаний. Звездочка, звездочка, я вложил в вас особые дары, таланты и призвания еще до того, как вы сделали свой первый вдох. Тем не менее, враг постоянно вводил отвлечение, страх, апатию и промедление, чтобы предотвратить полное раскрытие этих даров. Я полностью отменяю этот духовный саботаж. Я зажигаю огонь цели в вашей душе.
Я повелеваю спящим талантам пробудиться и функционировать на полную мощность. Я высвобождаю энергию, сосредоточенность и божественную мудрость, необходимые для завершения каждого поручения, которое я дал вам. Вы больше не будете оглядываться назад с сожалением об упущенных возможностях. Вы будете двигаться вперед с божественной уверенностью, выполняя каждое задание с превосходством и точностью. Ваши руки благословенны, все, к чему они прикоснутся, будет процветать. Второзаконие 28:8. Я говорю эти слова с абсолютной властью, которая принадлежит исключительно Создателю Вселенной. Это не предложение, это духовный закон, отныне введенный в действие над вашей жизнью. Сила, высвобожденная в этот момент, постоянна и нерушима. Вы должны только принять это и ходить в уверенности, что сделка завершена. Не оглядывайтесь на тень проклятия. Не допускайте воспоминаний о той бедности, что была. Не прислушивайтесь к эху болезни, которая пыталась овладеть вами. Эти вещи принадлежат прошлой реальности, которая была юридически прекращена. Вы – новое творение, 2 Коринфянам 5 часов 17 минут, управляемое новым законом, законом Духа жизни во Христе Иисусе, Римлянам 8:2. Примите глубокий мир, который сопутствует этому полному освобождению. Позвольте тяжести упасть с ваших плеч. Почувствуйте легкость духа, освобожденного от угнетения веков. Бремя ношения прошлого было полностью перенесено на крест, и крест понес всю тяжесть. Вы свободны парить. Я изрек свое наставление. Я повелел вашему ответу веры. Я привел в исполнение указ об освобождении. Сцена полностью подготовлена для проявления чуда, которое привело вас к этому посланию. Ваше послушание в том, чтобы оставаться закрепленными, ваша верность в исповедании вашего доверия и ваша готовность принять эту авторитетную молитву активировали окончательный механизм вашего благословения. Держись крепко сейчас. Заключительная часть этого послания подробно опишет специфику немедленного благословения и четкие, практические указания для поддержания этого состояния вечной победы. Не позволяй внезапному наплыву мира или эйфории избавления отвлечь тебя. Поддержание чуда так же важно, как и его принятие. Сохраняй сосредоточенность. Оставайся внимательным. Твой прорыв запечатан, и свидетельство уже в пути. Веруй в эту истину, ибо я есмь Бог, который не может лгать. Я утвердил завет, и я исполню каждое слово, которое я изрек над твоей жизнью сегодня. Оставайся здесь. Твое славное будущее ждет тебя. Ты остался. Ты укоренил свою душу в несомненности моего слова, и теперь ты стоишь на пороге абсолютного подтверждения. Время сомнений прошло. Момент проявления настал. Я сказал тебе, что свидетельство твоего прорыва уже в движении, спешит к твоему жилищу. Теперь я провозглашаю тебе природу этого немедленного благословения. Это не просто временная отсрочка от борьбы, это постоянное установление божественного порядка в тех областях, где некогда царил хаос. Первое проявление, которое ты испытаешь, это глубокий, неоспоримый мир, превосходящий всякое земное разумение. Этот мир – не отсутствие конфликта в окружающем тебя мире, но абсолютное прекращение войны внутри твоего собственного духа. Тревога, сжимавшая твою грудь, страх, омрачавший твое суждение, беспокойство, похищавшие твой сон, и я повелел им прекратить свою деятельность. Ты проснешься с ясностью, которой не знал годами, с тишиной в своей сердцевине, которая свидетельствует громче любого обстоятельства: Господь Саваоф здесь. Я решил этот вопрос. Второе проявление – это внезапный и неоспоримый сдвиг в обеспечении. Где была нужда, там будет достаточность. Где был долг, там будет свобода.
Я знаю точную меру твоей нужды, и я действую вне ограничений человеческой экономики. Не смотри на ограничения твоей работы или на баланс твоих счетов, как на источник этого обеспечения. Смотри исключительно на мою руку. Я открываю двери, которые никто не может затворить, и я направляю ресурсы в твою жизнь из неожиданных источников. Это не удача, это исполнение моего заветного обещания поддержать избранного. Внимательно наблюдай в грядущие дни за точным свидетельством этой финансовой и материальной реституции, ибо это подтвердит, что я есмь Бог, который восстанавливает годы, съеденные саранчой. Третье проявление – это божественное оправдание, виндикация. Те, кто насмехался над твоей верой, те, кто шептал против твоего имени, те, кто искал твоего падения, они увидят осязаемое свидетельство моего благоволения, покоящегося на тебе. Я не требую от тебя сражаться с твоими недоброжелателями. Твоя победа не в споре, но в демонстрации. Я возвышу тебя на глазах тех, кто стремился унизить тебя не для твоей гордости, но для моей славы, чтобы они могли узнать, что когда я решаю благословить, никакая сила на земле не может отменить это. Твоя репутация очищается, твоя честь восстанавливается, и твой путь вперед освещается светом моего одобрения. Это избавление запечатано. Чудо исполнено. Но услышь меня сейчас, мой сын, моя дочь, ибо принятие чуда – это только половина пути. Поддержание чуда требует приверженности новому образу жизни, непрерывной позиции веры, которая чтит жертву, принесенную ради твоей свободы. Я даровал тебе победу, теперь ты должен ходить в этой победе. Первое практическое наставление для сохранения непрестанной победы – это непоколебимый якорь слова. Это послание, которое ты получил сегодня, эти истины, которые я изрек в твою жизнь, они должны стать хлебом насущным для твоей души. Враг не прекращает своих попыток просто потому, что ты получил благословение, он лишь меняет свою тактику. Он будет стремиться посеять сомнения в твой разум, шепча, что мир, покой временен, что обеспечение хрупко. Ты должен противостоять всякой лжи неоспоримой, авторитетной истины Писания. Изучай мои установления. Размышляй над моими обетованиями. Пусть мое слово будет окончательным судьей всякого решения, всякого страха и всякой радости в твоей жизни. Чудо будет длиться лишь до тех пор, пока твоя вера остается укорененной в непогрешимой истине о том, кто я есть и что я обещал. Не позволяй пройти ни единому дню, не погрузившись в источник моего письменного откровения. Второе наставление – это поддержание молитвенного жертвенника. Твоя связь со мной не должна стать чисто деловой, когда ты ищешь меня только во времена кризиса. Я желаю непрестанного общения. Молитва – это не отчаянная мольба, это сокровенный диалог. Я открыл небеса, чтобы слышать твой голос, и я дал тебе власть провозглашать жизнь и повелевать миром над твоими обстоятельствами. Ты должен посвятить время, священное и неприкосновенное, чтобы просто сидеть в моем присутствии, внимая тихому водительству моего духа. Именно в этом постоянном сообщении я открываю следующие шаги, стратегии для роста и защиту от будущих ловушек. Поддерживаемое чудо – это жизнь, проживаемая в постоянном разговоре со своим Создателем. Пренебреги жертвенником, и благословения начнут разрушаться под постоянным давлением мира. Поддерживай жертвенник, и твоя жизнь станет неприступной крепостью божественной милости. Третье наставление – это акт свидетельства. Твое избавление дано не только для твоего утешения, оно является маяком для других. Ты не должен скрывать историю своего прорыва. Когда я прошу тебя поделиться свидетельством моей силы в твоей жизни, будь то с надежным другом, сомневающимся родственником или даже на публичной площади, немедли. Твое свидетельство утверждает веру других, кто все еще ведет битвы, которые ты только что преодолел.
Это провозглашение того, что я реален, что я действую и что я чту веру тех, кто призывает мое имя. Каждый раз, когда ты пересказываешь путь от боли к миру, от недостатка к изобилию, ты укрепляешь чудо внутри своего собственного духа, закрепляя истину моей верности. Благословение, которое ты получил, предназначено для того, чтобы течь через тебя, а не просто к тебе. Будь сосудом надежды. Пойми это глубоко. Я не просто избавил тебя звездочка от звездочка чего-то. Я доставил тебя звездочка к звездочка чему-то, к жизни, исполненной цели, силы и непрестанной связи с Божественным. Твои прошлые страдания не были напрасны. Каждая пролитая слеза, каждая бессонная ночь, пережитая, каждый момент замешательства, я собрал их все. Теперь они являются основанием глубокого сострадания и авторитета, которые ты будешь использовать, чтобы утешать других. Утешение, которым ты был утешен, теперь есть утешение, которое ты должен раздавать. Ты переходишь из состояния принимающего благодать в состояние раздающего надежду. Не оглядывайся на Египет своих битв с ностальгией или сожалением. Прошлое окончено. Цепи разорваны. Я вложил новую песнь в твои уста, песнь избавления и хвалы. Пусть эта песнь будет ясно слышна в твоем доме, на твоем рабочем месте и в тихие мгновения твоего сердца. Я Бог, который наблюдает за тобой. Я хранитель Израиля, и я не дремлю и не сплю. Мои очи постоянно устремлены на тебя, мой избранный. Когда ты встаешь, я вижу твой путь. Когда ты отдыхаешь, я охраняю твой сон. Когда ты сталкиваешься с решением, я даю мудрость. Эта бдительность не обусловлена твоим совершенством. Она запечатана моей неизменной природой. Я – твоя тень по правую руку твою. Я – тот, кто защищает тебя от дневного зноя и ночного ужаса. Итак, идите вперед без страха. Дух робости изгнан. Дух нищеты удален. Дух немощи умолк. Я простер свою руку и коснулся самых глубоких уголков вашего естества, принося исцеление туда, где была сокрушенность, и обновление туда, где была усталость. Я знаю, что это послание всколыхнуло ваш дух и подтвердило глубокое стремление вашего сердца к уверенности. Если вы узнали в этих словах властный голос вашего Отца, если вы чувствуете, как немедленно тяжесть бремени спадает с ваших плеч, я повелеваю вам сейчас признать этот момент. Это не просто предложение. Это божественное наставление для запечатывания этой сессии. Чтобы продемонстрировать вашу приверженность завету, установленному сегодня, и обозначить вашу готовность делиться этим светом с другими, ходящими во тьме, я повелеваю вам подтвердить это послание. Пусть свет этой истины достигнет тех, кого я призываю выйти из их собственных страданий. Этот акт деления есть акт послушания, продолжение вашего свидетельства в мир. Пусть мир узнает, что мои обетования суть «да» и «аминь». Пусть ваши действия подтвердят, что вы не стыдитесь Евангелия своего освобождения. А теперь примите окончательное, всеобъемлющее благословение, которое запечатывает этот прорыв в ткань вашей жизни и вашего рода. Я благословляю ваш разум ясностью, точностью и божественной мудростью. Пусть каждая мысль согласуется с истиной моего слова, навсегда заглушая голоса замешательства и сомнения. Да будет ваш интеллект острым, ваше развлечение проницательным, а ваша способность исполнять мои планы немедленной и непоколебимой. Я снимаю завесу тревоги и заменяю ее шлемом спасения, защищая ваши мысли от всякого раскаленного стрелы противника. Я благословляю ваше тело крепким здоровьем, жизненной силой и неиссякаемой крепостью. Я повелеваю каждой клетке, каждому органу и каждой системе внутри вас прийти в соответствие с первоначальным, совершенным замыслом, который я определил. Я порицаю хроническую боль, я устраняю постоянную слабость и ввожу сезон обновленной бодрости,
который позволит вам исполнить призвание, возложенное на вашу жизнь без помех физических ограничений. Вы будете ходить, бегать и трудиться с энергией, свидетельствующей о животворящей силе, обитающей внутри вас. Я благословляю ваши руки и ваш труд. Все, к чему прикоснутся ваши руки, будет процветать. Я снимаю проклятие бесплодных усилий и заменяю его благословением обильного урожая. Будь то в ваших профессиональных занятиях, ваших творческих начинаниях или простых задачах вашей повседневной жизни, пусть плод вашего труда будет видимым, долговечным и источником великого обеспечения и радости. Пусть ваше рабочее место станет святилищем моего благоволения, и пусть ваши действия приносят честь и богатство, не омраченное скорбью. Я благословляю ваш дом и ваше домочадство. Я устанавливаю ограду защиты вокруг вашего жилища, которую не сможет пробить никакое зло. Пусть ваш дом будет пристанищем мира, святилищем покоя и местом, где ощутимо мое присутствие. Я приношу примирение туда, где было разделение, исцеление туда, где была боль, и единство туда, где была раздробленность. Я запечатываю благословение не только на вас, но и на ваших детях и детях ваших детей, утверждая наследие веры и процветания, которое пребудет на протяжении поколений. Я благословляю ваше будущее и ваше предназначение. Я освещаю путь впереди, устраняя все препятствия и сглаживая каждую гору, стоящую на вашем пути. Вы не будете блуждать бесцельно. Вы не споткнетесь во тьме. Каждый ваш шаг предписан моим божественным советом. Я открываю двери возможностей, превосходящие ваши самые смелые чаяния, двери, которые помещают вас именно там, где мне нужно, чтобы вы исполнили великий замысел, который я установил прежде основания мира. Чудо не грядет, чудо уже здесь. Оно совершено, утверждено и запечатано моей властью. Ныне возвратись к дню своему, но возвратись как новое творение, несущее осязаемое свидетельство божественного вмешательства. Помни час сей. Помни это посвящение. Бдительность, которую ты проявишь в сохранении сей связи, является ключом к поддержанию непрестанного потока благодати моей. Я – Бог твой. Я – Отец твой. Я изрек, и это свершилось. Пребывай укорененным в истине сей, и я встречусь с тобою вновь, когда настанет должное время, чтобы открыть следующий этап славного пути твоего. Иди в силе, в мире и в непрестанной победе.